Привет, друзья! Сегодня, точнее завтра, я хочу приготовить осетинские пироги. Дело это не быстрое, но очень вкусное. Пироги буду готовить с тремя начинками: с мясом, с картошкой, с сыром и с творогом и зеленью. Три моих любимых начинки. Тесто, конечно, можно готовить и быстрее. То есть мы сейчас его замесим, и через пару часов оно будет готово. Но здесь, так же как и с пиццей, у меня действует принцип: чем медленнее в более прохладном месте выбраживается тесто, тем более насыщенный и яркий вкус у него получается. Поэтому сегодня я подготовлю тесто и некоторые продукты для наших начинок. Первым делом я поставил вариться мясо на мясную начинку. Буду готовить из вареного мяса. Поэтому пусть дойдет до кипения, потомится часа полтора. Я его выключу, дам ему остыть прямо в бульоне. А для картофельной начинки картошку поставил вариться в слегка подсоленной воде. Пока мы замешиваем тесто, она сварится, остынет, и мы приготовим из нее начинку. А сейчас переходим к приготовлению самого теста. К муке добавляю дрожжи, сахарный песок, соль и перемешиваю сухие ингредиенты. Все граммовки и пропорции будут в описании под этим видео, поэтому сколько теста, сколько начинки, на какое количество пирогов, все найдете там. Пожалуйста, не спрашивайте, а сколько муки. Добавляю молоко, растопленное сливочное масло и замешиваю гладкое эластичное тесто. Вначале можно сделать это вилкой. Если вам вдруг покажется, что тесто на осетинские пироги мягкое, вам не покажется. Тесто на осетинские пироги, оно действительно мягкое. Соотношение молока и муки чуть ли не 1 к 1, поэтому изначально тесто кажется очень липким. Но здесь на нашей стороне играет глютен, который содержится в муке, время вымешивания и время выстаивания. Во-первых, как сориентироваться, что ваше тесто готово? Вы должны конкретно устать. Если у вас нет тестомеса, а я очень жалею, что у меня на даче нет тестомеса, то месить его вот таким образом нужно в районе 15 минут. Рука забивается конкретно. Сильные осетинские женщины, просто респект. И тогда тесто получается вот таким. Оно все еще достаточно липкое, но вот с каждым движением, которым вы вымешиваете тесто, видно, как оно становится более и более эластичным. Именно такое влажное и нежное тесто позволит нам добиться хорошего качества осетинских пирогов. Чтобы тесто было тоненькое, начинки было много. Ну, по-хорошему, тесто и начинки 50 на 50, но именно в разрезе будет казаться, что теста мало, начинки много. Поэтому хорошенько вымешиваем и дальше оставляем выбраживаться. Оставляем выбраживаться, если хотите экспресс-методом, то в теплом месте часа на 2-3, для того, чтобы тесто хорошенько подошло. За это время пару раз его обмените. Либо оставьте его в холодном месте часов на 12. Я уберу его в холодильник выбраживаться, а завтра утром достану в теплое место для того, чтобы оно начало подходить. А пока собираем по стенкам, чтобы оно максимально было у нас одним куском. Закрываем пленкой и оставляем, чтобы у нас по стенкам особо тесто не оставалось. И вот видите, оно как бы липнет, а как бы и нет. То есть достаточно такое уже упругое, хорошее тесто. Ну, как я и говорил, сегодня подготовим часть начинок. Картошка у меня варилась в подсоленной воде, она сейчас горячая. Наша задача ее хорошенько растолочь. Берем старую добрую молотушку и давим картофель. Толочь картофель обязательно нужно, пока она горячая. Если вы будете разминать холодную картошку, то у вас получится не воздушное пюре, не толченая картошка, а клейстер. Серый, непонятный, тягучий и абсолютно невкусный. Для того, чтобы наша начинка стала приятнее, мы добавляем в нее соль, небольшое количество сливочного масла. Граммовки опять же будут в описании. И натираем на крупной терке сыр сулугуни. Немного масла, еще немного соли. И натираем сыр.
Таким образом, первая и очень вкусная начинка для осетинских пирогов у нас готова. Бомба. Дождемся, когда остынет мясо, и приготовим мясную начинку. Ну что, друзья, мясо остыло, это значит, что можно приготовить мясную начинку. Все-таки решил сегодня закончить с начинками, чтобы на завтра облегчить себе максимально всю работу. Вареное мясо я буду измельчать через мясорубку, добавлю к нему обжаренный репчатый лук и, если потребуется, для сочности добавлю немного оставшегося бульона. Красота. Но я сразу вижу, что мясо немножко суховато. Конечно, оно было вареное, поэтому добавляем миллилитров 100-150 бульона, в котором оно варилось. Консистенция просто супер. Обжариваем репчатый лук. 2 головки, на это количество будет достаточно. Нарезаю мелким кубиком и обжариваю на растительном масле. Обжариваем лук до светло-золотистого цвета. Вот такой красавец. Металлической вилкой по железной сковородке мечта любого мужика. Доводим наше мясо до вкуса с солью, черным молотым перцем. И я обязательно добавляю красный острый перец. На мой взгляд, осетинский пирог с мясом должен быть немножко островат. Черный молотый и немножко красного. Пробуем начинку, всего ли хватает. Убеждаемся, что она потрясающая. На этом мясная начинка готова. Отставляем ее также в сторону. Закрываю пленкой, хранить буду в холодильнике. Приготовим начинку с зеленью и творогом. В этой свежей начинке все максимально просто. Творог смешиваем с вашей любимой зеленью. Мне больше всего нравится, когда большое количество зеленого лука. Но также отлично подойдет и шпинат, и свекольная ботва, и петрушка. Но петрушки, правда, много, будет горчить. Также добавим соль, одно сырое яйцо и все хорошо перемешаем. Измельчаю петрушку. Одно яйцо. Соль. Черный молотый перец. И все хорошо перемешать. Все. Наши начинки полностью готовы. Мы могли бы переходить к приготовлению осетинских пирогов прямо сейчас, потому что тесто... давайте я вам покажу. В принципе, уже достаточно хорошо подошло. Видите, какое оно пушистое, объемное. И оно, видите, уже начинает само отходить от емкости. То есть оно не такое липкое, как было в самом начале. Но, как я и говорил, я оставлю его для медленного выбраживания на всю ночь в холодильнике. Завтра продолжим приготовление наших осетинских пирогов.
Ну что, друзья, новый день, и мы приступаем к приготовлению наших осетинских пирогов. Тесто выбраживалось всю ночь, сейчас его нужно разделить на 3 равных колобка. У меня здесь 900 грамм, соответственно, по 300 грамм на каждый пирог. Вот такое вот тесто получилось. Пахнет потрясающе. Естественно, нужно сформировать аккуратные шарики и дать им отдохнуть еще буквально 10 минут. Для этого на стол обильно посыпаю мукой, сверху тоже припудрю их мукой и в конце накрою полотенцем. Вот так вот аккуратно обваливаем его в муке. А пока тесто у нас отдыхает, самое время разжечь тандыр, пускай начинает прогреваться. Как видите, я уже заранее отвесил и подготовил начинку для наших осетинских пирогов. Какое здесь действует правило? Начинки должно быть минимум столько же, сколько и теста. Можно процентов на 10, на 15 побольше. Самое главное, не меньше, чтобы не было, ну, понятное дело, если какие-то доставки там, да, там, могут поменьше начинки положить, но мы же делаем для себя, делаем хорошо и вкусно, поэтому, чтобы баланс был, начинка и тесто 1 к 1. Можно чуть-чуть побольше. У меня шарики по 300 грамм теста, начинки у меня по 300-330 грамм. Что делаем сейчас? Берем первый колобок нашего теста. Поскольку оно мягкое, то руками аккуратненько его разминаем. Не составляет никакого труда, никакая скалка здесь на данном этапе не нужна. Можно, конечно, ей, то есть подкатать. Хуже не будет, но в целом это все можно делать и руками. Старайтесь так, чтобы центр был чуть-чуть потоньше, чем краешки. Как будто бы вы хотите сделать пиццу. В центр выкладываем начинку и аккуратно начинаем защиплять тесто вокруг этой самой начинки. Хорошенько именно вот прижимайте тесто друг к другу, чтобы оно склеивалось. Все. И хорошенько его защипили. Чуть присыпаем мукой. И аккуратно рукой начинаем раздавливать. Таким образом у нас начинка сама по себе равномерно распределяется внутри теста. А за счет того, что начинка плоская, она не будет давать тесту стягиваться назад. То есть вы постепенно, руками, аккуратно растягиваете наш осетинский пирог. Мы в диаметре готовим сегодня пироги около 28-30 сантиметров, такие примерно, как у меня камни. Соответственно, до этого состояния его и нужно растянуть. Еще очень важный момент, когда укладываете начинку, старайтесь максимально, чтобы не оставалось воздуха внутри. То есть плотно обтягивайте начинку, тесто, чтобы было как можно меньше пузырей. Вот, если хотите, на этом этапе уже можно немножечко себе помочь скалочкой и раскатать пирог чуть потоньше. И аккуратненько переносим наш пирог на противень или камень для выпечки. Для того, чтобы пирог равномерно поднимался, не вздувался, мне нравится в каждом пироге сделать в центре дырочку небольшую, для того, чтобы выходил лишний пар. В основном это делают на более влажных начинках, но я как-то привык и делаю это везде. Делаем маленький надрез. И рукой просто немножко растягиваем тесто в этом месте. Первый пирог готов. Смазывать его яйцом нет никакой необходимости. Осетинские пироги смазываются сливочным маслом сразу после выпечки, когда они вышли с пылу с жару. Отставляю его в сторону
и приготовлю точно так же остальные пироги. Тандыр у меня разогрелся, температура внутри примерно 200-210 градусов. Постепенно он будет остывать, поэтому если вы захотите повторить остинские пироги у себя дома, не в тандыре, то выставляете вашу духовку, заранее разогрейте ее до 200-210 градусов, попекете минут 10, убавьте градусов до 180 и держите до готовности. Все вместе, пироги будут запекаться 20 минут. Я их отправляю в тандыр. Что, друзья, запах выпечки стоит просто невероятный. Самое время доставать наши пироги из тандыра. Там наши красавцы. Я думаю, каждый из вас представил этот аромат. Но это еще не все, нужно смазать их сливочным маслом, пока они горячие. Не жалейте. Друзья, спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии, за то, что делитесь нашими рецептами со своими друзьями. Обязательно сохраните этот рецепт себе в копилку. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы быть всегда первыми, кто узнает о выходе новых роликов, следить за нашими путешествиями и жизнью. Ну а теперь давайте разрежем и попробуем эту красоту. Здесь нужен хороший нож для пиццы. Посмотрите, какое тонкое тесто, сколько начинки. С картошкой и сыром один из моих любимых. Это очень вкусно, друзья.